Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. Вообще, сегодня я бы хотел поговорить про так называемый Новый год. Ведь мне кажется немного странным, когда человек предпринимает одни и те же действия каждый год только потому, что настала определенная календарная дата. Будто бы сама эта дата обязывает человека осуществлять эти действия независимо от того, хочет он того или нет. Но люди ведут себя так, как будто бы они готовы делать что-либо только по команде, даже если то, что они будут делать, не имеет никакого смысла. Хотя я понимаю, что Новый год имеет смысл с точки зрения понимания планетарного цикла, да, и более ничего. Так вот, я, например, не понимаю, в чем заключается смысл того, чтобы каждый год готовиться к какому-то Новому году и при этом как будто бы по команде испытывать восторг от всего этого. Почему вообще Новый год нужно праздновать, и если праздновать, то почему это надо делать именно так? Например, у меня каждый Новый год ассоциируется с ежегодным ростом цен, но я не испытываю восторга от того, что только потому, что наступила какая-то календарная дата. Для меня это вообще не может быть побудительным мотивом, чему бы то ни было, только потому, что большинство людей вокруг начинают служить этому тупому культу. Массовость и праздник. Вообще массовость — это то, что в общем задает любой общественный тренд, и праздник — это яркий пример такого тренда, когда люди предпринимают некие действия по празднованию, но абсолютно не задумываются, в чем заключается смысл этого самого празднования. Когда я, будучи юным, на Новый год смотрел советские фильмы, в которых алкоголики играли алкоголиков, и я не понимал, почему они все время играют пьяных. И с точки зрения обывателей, потребляющих такие фильмы, что-то за повод такой, который побуждает людей менять состояние своего сознания при помощи алкоголя, да, и разве такой повод сам по себе может быть здоровым, если он побуждает людей употреблять это зелье? Разве радостный повод может побуждать человека пить алкоголь для отстранения от реальности и при этом делать это в определенную календарную дату? Но, собственно, массовость — это и есть то, что образуется машинальными действиями большинства. Оно делает что-либо не потому, что способно осмысливать это, оно делает это потому, что так поступают остальные. Существование большинства само по себе предполагает жизнь в абсолютном неведении, хотя оно может выражать свое несогласие с некими общественными процессами. Это несогласие носит машинальный декларативный смысл, потому что большинство изначально живет в соответствии с неким культом, без которого оно не может обойтись. Собственно, культ — это и есть та основа, на которой зиждется восприятие представителя большинства. Он не задумывается о том, что значит тот или иной праздник, он просто его празднует только потому, что так делают все, но не потому, что он осмыслил его. Вообще, идея праздников сама по себе глупа, потому что выделение какой-то одной даты в календаре всего лишь свидетельствует об ограниченности человека, тем более, когда он начинает радоваться этой дате как будто бы по команде, как будто бы его настроение подстраивается под факт праздника, но не само настроение формирует праздник, при котором не нужны никакие идеологические поводы радоваться. Хотя радость как таковая возникает у него не из-за праздника, а от того, что он использует этот праздник как повод отключиться от реальности при помощи алкоголя и других веществ. Для него ежегодный комплекс новогодних ритуалов означает постоянный мысленный фетиш, проявляющийся в бессмысленном действии, без которого он не может жить. Например, меня ужасает тот факт, что люди спиливают
спиливают елочки в лесу, чтобы поставить их у себя дома. То есть они портят окружающую среду для того, чтобы искусственно создать какое-то мифическое новогоднее настроение, которое как будто бы должно появляться только из-за факта наступления определенной даты. Не лучше ли пойти погулять по зимнему лесу, насладиться видом природы в ее естественном состоянии, посмотреть на то, как живут елочки в своей естественной среде, а не спиливать их, и подышать свежим зимним воздухом, который дарует тебе сама природа, но ты предпочитаешь в Новый год смотреть фильмы, в которых алкаши играют алкашей в идеологических низкосортных совковых фильмах. Ты предпочитаешь использовать так называемый праздник для отключения, как повод для отключение от реальности, потому что общественная система приучила тебя не думать, она выработала у тебя рефлекс погружения в состояние тотального забвения, которое стало для тебя твоей обыденностью. Я не являюсь противником праздников. Противником праздников, потому что они как таковые мне как минимум безразличны. Я говорю о них в контексте моего интереса к причинам возникновения того или иного общественного явления, одним из которых как раз-таки и является праздник. На примере праздников видно, как машинальное поведение людей, если в представлении человека такое поведение оправдано идеологически, становится одним из инструментов формирования общественного мнения. С точки зрения идеологического назначения праздники — это культ, служащий политическому режиму, хотя в представлении обывателя праздники — это нечто развлекательное, ассоциирующееся с определенной датой в прошлом. Так в чем же заключается идеологический смысл праздников? Идеологический смысл праздников заключается в проверке готовности масс к внедрению тех или иных изменений в общественную жизнь. Например, если они валяются под спиленной елкой, как свиньи на Новый год, то с позиции системы это означает, что можно и дальше закручивать гайки.